Ну что, привет, ребята. Вот сегодня был в городе и заехал на заместительную терапию, чтобы посмотреть о том, как там наши ребята получают свои препараты. Вообще обстановка в городе, тишина, покой и ни души, можно так сказать. И когда я подъехал к поликлинике на заместительную терапию, то там тоже встретил одного-двух человек, которые пришли за своими препаратами. В то же самое время люди стоят в очереди для того, чтобы просто зайти в поликлинику и получить медицинские услуги. И вот в этой очереди я встретил наших ребят, которые пришли либо сдавать анализы по ВИЧ-инфекции, либо получать свою терапию. И вот они мне говорили о том, что доступ через общую очередь за своими препаратами или для того, чтобы пройти обследование, сдать анализы, но для них это очень тяжело и как-то напрягает стоять долго в очереди. Мало того, до этого я сам сопровождал человека, который хотел получить свои препараты, и из-за того, что у него была температура, и его пытались развернуть, вплоть до того, что мне пришлось вызывать заведующую поликлиники, с трудом объяснять ей, что прерывание это чревато для этого человека. Но все-таки мы добились того, чтобы ему дали его терапию. Если говорить о том, что как организован доступ или выдача препаратов заместительной терапии на дом, чтобы сохранять условия карантина и условия дистанцирования, то хорошо отметить в том, что Кишинев был инициатором того, что людям начали выдавать на неделю и до недели препараты для того, чтобы разгрузить сайты, для того, чтобы люди не скапливались там в одном месте. И на фоне этого в других населенных пунктах не очень распространился этот опыт, особенно в моем городе, в Бельцах. Ребята нервничали, скапливались. Мы разговаривали с врачами для того, чтобы они посмотрели, обратили внимание на опыт Кишинева. И нам не удавалось специалистов, врачей убедить. Но потом мы написали письмо на чрезвычайную комиссию, и там после этого, буквально утром мы отослали это письмо, через пару часов врачи сами звали для того, чтобы договариваться, на какое время выдавать им препараты буквально всем. И вот на сегодняшний день, как я говорил, утром я не видел, чтобы там были скопления, людям выдают препараты, и это очень хорошо. Если говорить о том, что по поводу еще заместительной терапии, то среди ребят наших мы узнали о том, что препараты заместительной терапии метадон заканчиваются. И когда мы начали зондировать этот вопрос через людей, которые входят в рабочую группу, в первую очередь мы позвонили главному наркологу города, который нам говорил, что не стоит волноваться, есть люди, которые над этим работают. На прямой вопрос, на каком этапе и как обстоят дела в заместительной терапии, с закупкой, да, то он уходил от ответа прямого и говорил, что не стоит волноваться. Мы дергали других людей, которых мы узнали, что входят в эту группу, и они нам тоже не отвечали. Но все, что нам оставалось, это написать письмо для того, чтобы, официальное письмо, чтобы получить официальный ответ по этому вопросу. И параллельно я позвонил координатору национальной программы по ВИЧ-СПИДу для того, чтобы получить все-таки ответ. Ситуация такая, что на сегодняшний день в связи с тем, что закупка у итальянцев, как до этого мы покупали препараты заместительной терапии, сорвалась в связи с коронавирусом и с карантином, и там определенная блокада, которая не позволяет получить медикаменты таким путем, как это было задумано. И мы ожидаем о том, что сейчас вроде бы договорились с Украиной, что препараты заместительной терапии метадон будут закупаться в Украине.
И координатор национальной программы говорит, что может быть даже такое, что они уже в пути, пока мы с тобой разговариваем. И нам останется только, как мы договорились, сегодня. Я ему после этого нашего разговора позвоню и узнаю, на каком этапе обстоят дела. И мы надеемся, что в ближайшее время перебоев не случится, и препараты будут в стране через Украину. А не слышал ничего такого, чтобы ребята наши жаловались о том, что полицейские им не дают жить, и как-то не слышал о том, чтобы людей преследовали по ассоциации с нашей группой по внешнему виду. Пока никаких таких вариантов я не слышал. Вот, в принципе, вся основная информация, которая на сегодняшний день нас волновала, и мы постоянно держим руку на пульсе для того, чтобы следить за ситуацией. Постоянно думаем о том, чтобы договорились с ребятами, которые осуществляют работу в качестве аутричей в программах снижения вреда, которые на сегодняшний день продолжают свою работу. Договорились о том, чтобы они обращали на внимание нарушение прав человека в отношении наших ребят. И вообще, если существует дискриминация, которая, допустим, ограничивает наших ребят в доступе к каким-то социальным или медицинским услугам, чтобы они сообщали, для того, чтобы вовремя вмешиваться в ситуацию и ее решать. Мобильные пункты снижения вреда работают. Одна единственная проблема, которая на сегодняшний день, это везде, можно сказать, отсутствие таких инструментов в программах снижения вреда, которые сейчас крайне необходимы для нашей группы, это маски, дезинфектанты и принадлежности, которые обычно не нужны были до ситуации с коронавирусом, а сегодня они нужны. И мы думаем о том, чтобы как-то, может быть, включить их в заявку глобального фонда, чтобы расширить пакет именно в связи с инфекциями коронавируса. Я даже могу сказать о том, что ситуация с коронавирусом, конечно, она ужасная и, не дай бог, негативного развития. Но, по сути, в одном она показала о том, что выдавать препараты на руки пациентам можно и нужно. А не только в связи с коронавирусом, а вообще соблюдая права пациентов и права человека. И я был бы рад, если бы на будущее вот такой метод или такая модель работы сайтов заместительной терапии, она бы сохранилась.